Все подтянулись, и мы с вами начинаем тему. Тема 9 мая, еврейский день Победы. Неожиданно такая тема, казалось бы, да. Я ее обозначила как главный секрет главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Все мы недавно, все российские и постсоветские граждане, конечно, отпраздновали 9 мая. Это великий праздник победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Для обычных людей всех национальностей, живших на постсоветском пространстве, это традиционный светский праздник в ознаменовании капитуляции нацистской Германии, отмечается, который в странах Запада 8 мая, напоминаю вам, это День Победы в Европе, а в странах Восточного блока это 9 мая, на День Победы у нас. Но дело в том, что такой праздник не для всех оказывается, потому что для иудеев и еврейского народа теперь это не светский праздник, а религиозная дата. И эта религиозная дата никак не связана с политикой. Не знаю, знали ли вы об этом или нет. Кто-то пишет, что это не праздник, а позор вам. Вот об этом мы и будем с вами сегодня разговаривать. Пожалуйста, напишите еще раз, меня слышно или нет, если не трудно. Но, по-моему... Донбите Донбасс, позор вам. Ну вот сейчас мы по поводу позора и поговорим. Так вот, этот еврейский праздник отмечается ежегодно 26 числа еврейского месяца Ияр в ознаменовании победы союзников над нацистской Германией во Второй мировой войне и спасения еврейского народа от истребления. У Израиля в это время, оказывается, были союзники. Ну, и вместе с США и Англией союзник был СССР, получается, да? Итак, 26 ияра, День спасения и освобождения. Как этот праздник помечают иудейские источники? Значит, праздник еврейский, 26 ияра, значение спасения евреев от геноцида, проводимого Третьим рейхом, установлен в 15 году, отмечается иудеями. Значит, в 23 году он праздновался с вечера 16 мая по вечер 17 мая. В 24 году он будет праздноваться с вечера 6 июня по вечер 3 июня. Традиция – это молитва в синагоге, зажигание свечей, молитва в доме, связан с праздниками Ханука и Пурим. То есть в Израиле он отмечается как 9 мая под названием День Победы над нацистской Германией. Как нет звука? Понятно. Там, в общем-то, изгаляются по полной программе. Значит, для датировки иудейских религиозных событий применяется исключительно еврейский календарь. Так, согласно религиозным воззрениям Маорааля из Праги, одного из крупнейших галактических авторитетов, ежегодно в один и тот же день по еврейскому календарю с небес приходит ровно одно и то же духовное воздействие. Поэтому, когда человек отмечает какое-либо событие в соответствии с еврейским календарем, он отмечает его в тот самый день. Так вот, 9 мая 1945 года по еврейскому летоисчислению выпало на 26 ияра 5705 года. В 2013 году президент Российского еврейского конгресса Герман Гавриэль Захарьев
Захарьяев, вот так вот, Захарьяев при поддержке ведущих еврейских организаций и раввинов России инициировал этот праздник для победы над нацистской Германией в формате еврейского религиозного праздника. В том же году главным раввинатом было установлено, какие молитвы следует читать в этот день. Инициатива Захарьяева была поддержана Конфедерацией раввинов Европы и главным раввинатом Израиля. В 5774 году по еврейскому календарю, это 2014 год по Григорианскому, ой, слушайте, у нас там иудеи на связи, я смотрю, прям никак успокоиться не могут. Вот. Или кто это там, информационные эти самые? Так, ну ничего, хорошо, главное, слышно и все. О, Господи, там товарищ прям никак не может успокоиться. В День Победы нас прям бомбит за весь ужас, который мы принесли. Хорошо. Так вот, День спасения и освобождения впервые отмечался на мероприятиях в Кнессете, парламент Израиля и у Стены Плача, а также в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. В том же году начался проект по поиску могил примерно 250 000 павших в боях еврейских солдат союзных и подпольных армий. В мае 2015 года в Тулузе, Франция, меня этот товарищ так смешит, честное слово, он решил информационную бомбежку устроить. Да, точно, приказали. В мае 2015 года в Тулузе, Франции, на съезде конференции раввинов Европы была подписана декларация о внесении 26 ияра как День спасения и освобождения в еврейский календарь. По случаю 70-летия капитуляции нацистской Германии в Кнессет, законодательный орган государства Израиль, являющийся его парламентом, к западной стене и Ешиву раввина Хаима Каневского были торжественно внесены 3 специально написанных памятных свитка Торы. Для дополнительные церемонии в честь Дня спасения и освобождения прошли в Тулузе и в Москве. В 2015 году с праздником 26 ияра официально поздравил еврейскую общину президент Российской Федерации Владимир Путин. И в дальнейшем такие поздравления стали ежегодными. Как писали газета «Коммерсант» и журнал Forbes, в январе 2016 года Путин встретился с представителями Европейского конгресса, которые представляют интересы евреев, живущих в странах Европы. На встрече президент Конгресса Вячеслав Кантор заявил президенту, что сейчас в Европе растут антисемитские настроения. Кантор охарактеризовал положение евреев как худшее со времен Второй мировой войны. И в ответ Владимир Владимирович Путин предложил евреям ехать в Россию. В Советском Союзе выезжали, пусть вернутся, сказал Путин. На предложение Путина Кантор заявил, что это принципиально новая, фундаментальная идея и пообещал обсудить этот вопрос на Конгрессе. Ой, кошмар.
Президент Путин также заявил, что слышал о росте антисемитских настроениях в европейских странах, а мы с вами не слышали. Я видел, смотрел репортажи, сказал он, там люди боятся уже кипу надеть в публичных местах, поэтому даже скрывают свою национальность. Но почему-то он не думает, что все так настолько плохо, как описал Кантор в беседе. Так вот, 22 апреля 2024 года президент России Путин, то есть вот буквально на днях, он поздравил евреев с российским праздником Песах, отметив вклад еврейской общины в укрепление межнационального и межрелигиозного, никак даже не выговорю, диалога в стране. Сказав, что еврейская община России вносит значительный вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в нашей стране. Я, правда, не замечаю этого значительного вклада в укрепление, может быть, вы заметите, поэтому напишите. В своем поздравлении Путин отметил, что праздник Песах напоминает о важных вехах истории еврейского народа и символизирует торжество идеалов добра и справедливости. Ну вот по этому поводу у меня скоро будет на Бусте тайной вечери или черная Пасха, где я расскажу, что тайные вечери каждый год на Песах происходит в режиме реального времени. Очень интересная такая история. Поэтому, ну что, мы Владимира Владимировича можем только сказать, что молодец наш президент, укрепляет межнациональные отношения. Так вот, самое интересное, 26 ияра, День спасения и освобождения, появился в еврейском календаре в 18 году. Он соответствует, как я уже сказала, 9 мая 1945 года. В 2020 году он пришелся на 20 мая по григорианскому календарю. И согласно официальному сайту, посвященному 26 ияра, этот праздник у иудеев, у евреев отмечен реально как еврейский день Победы. Это я вам говорю дословно, в который во всех синагогах мира возносятся благодарственные молитвы в честь солдат Красной Армии, спасших еврейский народ от угрозы уничтожения. По странному стечению обстоятельств, но с появлением в еврейском календаре Дня спасения и освобождения в 18 году, 14 июня того же 18 года, состоялось открытие главного храма Вооруженных сил Российской Федерации или Патриарший собор, как его именуют, во имя Воскресения Христова, с весьма странной для русских людей атрибутикой, с иудейскими минорами, непобедимыми и здравствующими змеями, совершенно противоречащих православному русскому духу, с апостолом Лукой в виде рогатого, не то быка, не то беса, как я всегда говорю, Луки лукавого. Об этом я подробно рассказывала, кто не видел и только к нам присоединился, в ролике «У кого ключи от рая», или второе название этого ролика на перехвате управления «Религия смерти». Так вот, храм опоясан мультимедийным мемориальным комплексом «Дорога памяти» протяженностью в 1,5 километра, представляющим собой иудейское древо жизни, диаграмму, используемую в Кабале, как я уже говорила, в ряде родственных ей религиозно-мистических, оккультных и эзотерических
течений. Так вот, в этой диаграмме мемориального комплекса, представляющей собой 10 кругов сферот, символизирующих разные архетипы, систему чисел божественных имен, а эта система выстроена и резонирует в 4 мирах, в мире идей, в мире звезд и в мире стихий. Значит, в эту оккультную диаграмму встроен храм, главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. Но этого никто упорно не хочет замечать и видеть. В этом же 18 году израильский Кнессет утвердил закон о дне освобождения и спасения евреев от нацистской Германии. В 2022 году, в День спасения и освобождения, памятная церемония впервые прошла в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге, куда так любит летать парламентарий и председатель Комитета по международным делам Российской Федерации Леонид Слуцкий. Вот так слаженно и мощно работает отдел маркетинга глобального иудаизма. Вот так же слаженно сейчас несколько человек, прям не переставая, бомбят наш чат. Очень смешно. И инициатор введения в еврейский календарь Дня спасения и освобождения иудеи российского происхождения Герман Захарьев, как-то Захарьяев отмечал. Это не светский праздник, это религиозная дата. Она никак не связана с политикой. Когда у меня только возникала идея утверждения Дня спасения и освобождения, я понимал, что его стоит продвигать не на уровне правительств, а в еврейских общинах по всему миру. Это наш день благодарности. Это самое малое, что еврейский народ может сделать, чтобы почтить память воинов Красной Армии, поблагодарив Бога за чудесное спасение от угрозы полного уничтожения. Первоначально религиозные еврейские лидеры России разошлись во мнении, какой статус должен быть присвоен Дню спасения и освобождения. Главный раввин Хаббат, например, России Берл Лазар, был изначально против этого праздника. Он сказал, что он позитивно относится к предложению увековечить 9 мая как День памяти, но это не праздник. Но, однако, вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России Зиновий Коган выступил за идею сделать 9 мая по еврейскому летоисчислению еврейским праздником. Я вам не зря все это рассказываю, дорогие друзья. Я считаю, что вы и мы с вами должны это знать, поэтому я вам подробно это рассказываю, как утверждался праздник и почему вдруг неожиданно в 2018 году, в год утверждения этого праздника, у нас появился такой необычный храм главных вооруженных сил Российской Федерации. Так вот, что говорит Зиновий Коган? В победе над фашизмом есть сакральность. Всевышний через советскую армию спас евреев и помог обрести государство, заявил раввин. Часть раввинов вначале отказывалась в признании божественной природы победы над нацизмом, понимаете, божественной природы. Ведь при этом погибла большая часть еврейского народа. Но в итоге оказалось важнее то, что Великая Победа избавила евреев от тотального и окончательного уничтожения и положила начало возрождению еврейского народа. Так что я вас поздравляю, всех тех, кто пишет, советская армия положила начало возрождению вашего еврейского народа. У них там свои какие-то разговоры.
Президент Конфедерации раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, это тот самый, кстати, раввин, который призвал в свое время покинуть евреев Москву, уехать в Израиль, после чего у нас начался массовый исход всех наших еврейских артистов в Израиль. А мы не понимали, что это они вдруг в Израиль все ломанули. А им сказали, опасно здесь находиться, пересидите там в Израиле, а потом вернетесь в Россию, когда тут все закончится у дурачков русских, тогда и вернетесь. Ну, так вот, он выразил мнение, что отмечать этот день следует подобно празднику Песах, как праздник освобождения из рабства, согласно словам из пасхальной Агады. «Вывел нас из рабства на свободу, из порабощения к вызволению, из траура к празднику, ибо, несмотря на гибель множества евреев, для немногих уцелевших в Холокосте, этот день стал днем освобождения из лагерей смерти и выходом из укрытия на свободу». Главный раввин и председатель раввинского суда Тель-Авив Яффа, председатель правления Яд Вашем Исраэль Меир Лау, в своем послании от 8 Ниссана 5774 года, по григорианскому календарю это 8 апреля 2014 года, среди прочего отметил, что 26-й день месяца Ияра установлен прежде всего в качестве дня молитвы и благодарения за то, что благодаря нескончаемому милосердию Всевышнего не прекратился род евреев, а также как способ увековечивания памяти о катастрофе и важное выражение благодарности праведникам народов мира и воинам, сражавшимся с нацистским чудовищем и победившим его. И где же сегодня благодарность, спрашиваю я вас, русскому народу? То, что не развязали войну на российской территории, но именно еврейская диаспора воспитала на Украине целое поколение нациков, о которых вы тут нам рассказываете, что мы ответим за это. Вот кто должен отвечать за это, чтобы потом столкнуть братские народы лбами и отомстить за Бабий Яр. В Бабьем Яру немецкими войсками, приводит цифра Википедия, было расстреляно около 100 тысяч человек. По мнению некоторых источников, одним только евреям в Бабьем Яре было расстреляно около 150 тысяч человек, жителей Киева и других городов Украины. То есть в основном расстрелянные были евреи и цыгане. Лишь 29 человек смогли спастись из Бабьего Яра. Как раз мы вспоминаем и об этой чудовищной трагедии Холокоста. Так вот, в статье «Крестовые походы. Антисемитизм», которую публикует Википедия, я нашла интересную информацию, с которой хотела бы с вами поделиться. Вот что пишет статья «Крестовые походы. Антисемитизм». В сентябре 1941 года, приводят исторические факты нам, после расстрела 33 из 771 евреев в Бабьем Яру, уже цифра другая, это не 100 тысяч, а 33 тысячи, цифры очень сильно разнятся, согласитесь, это разные вещи. Лидеры протестантов в Германии по собственной инициативе издали декларацию, объявлявшую невозможность спасения евреев путем их крещения из-за особой их расовой конституции и провозгласившую ответственность за войну на этих прирожденных врагов Германии, это в кавычках, и всего мира. То есть это цитата. Поэтому необходимо принять самые суровые меры против евреев и выбросить их с немецкой земли. Цитата.
По словам американского историка и публициста, автора ряда работ по истории нацизма Даниэла Гаутхагена, эта прокламация, санкция на геноцид, являлась уникальным документом в истории христианства. Епископ Вурм, католический епископ, уверял, что он не скажет ни одного слова против борьбы с евреями, как с опасным элементом, который разъедает религиозную, моральную, литературную, экономическую и политическую сферы. В 1942 году, когда геноцид еврейского народа был уже в разгаре, личный представитель американского президента запросил государственного секретаря Ватикана о том, есть ли у папы какие-либо предложения о мерах по мобилизации общественного мнения цивилизованного мира против нацистского варварства. В официальном ответе было сказано, что сообщения о действии против евреев достигли Ватикана, но подтвердить их не оказалось возможным. Другое важное лицо намекнуло, что папа полон беспристрастной любви ко всем народам, и именно поэтому вынужден вести себя с большей сдержанностью. Так на чем же основывался этот геноцид еврейского народа? Напомню, книга Гитлера «Моя борьба» отражала идеи, реализацией которых стала Вторая мировая война. Гитлер использовал основные тезисы популярной в то время идеологии еврейской угрозы о монопольном захвате мировой власти евреями. Например, утверждается, что международный язык эсперанто, говорил Гитлер, может стать частью еврейского заговора. Но скажу вам, что в данном случае библейские образы – это и есть язык эсперанто, которыми мы сегодня не умеем пользоваться. Однако одним из важнейших пунктов гитлеровской идеологии национал-социализма было противостоять марксизму, который ассоциировался у него с еврейством. В книге нередко встречаются обвинения в адрес марксизма с той аргументацией, что данная идеология служит орудием в руках евреев, чтобы уничтожить всю человеческую культуру, в частности арийскую, в целях мирового господства над всем человечеством. 11 глава первой части книги выражает расистское мировоззрение Гитлера, разделяющее людей по происхождению. Расы находятся в отношениях борьбы за существование, а смешение между ними гибельно. Высшей расой Гитлер считал арийцев, поскольку наука, техника и искусство являются продуктом творчества этой расы. Противоположностью арийцев Гитлер называл евреев. Если арийца характеризует идеализм и самопожертвование, то евреев характеризует эгоизм и инстинкт самосохранения. Миф об особых талантах евреев Гитлер разбивал тем, что евреи умеют аккумулировать и воспроизводить культуру других народов, не имея своей собственности, то есть заимствовать идеи, культуру, ну и все прочее. Но вернемся к позиции католических священников времен Второй мировой войны. Очень интересный пример, я хотела бы вам его привести. Раввин Вайсмендель рассказывает о двух характерных встречах с представителями католического духовенства в Словакии. Священник Тисса был здесь инициатором высылки евреев. Ну, здесь это имеется в виду, конечно, там, в Европе. В Словакии, незадолго до праздника Песах 1942 года, один иудей, уважаемый раввин, обратился к архиепископу Словакии с просьбой повлиять на Тисса, его бывшего личного секретаря. Раввин говорил только об угрозе депортации, и архиепископ же решил посвятить его насчет истинной судьбы, ожидавшей евреев. Это не просто депортация, сказал архиепископ. Там вы не умрете от голода и лишений.
Там они, немцы, убьют вас, всех, старых и молодых, женщин и детей, всех в один день. Это наказание вам за смерть нашего Спасителя. Вам остается только одна надежда – всем перейти в нашу религию. Тогда я добьюсь отмены этого указа, сказал архиепископ. Осенью 1944 года, это я вам просто рассказываю предысторию Бабьего Яра, напоминаю ее с той точки зрения, которая нам не совсем известна, но ее знают и в Европе, но не все, правда. Так вот, осенью 1944 года Раф Вайсмандель вместе со своей семьей и сотнями других евреев оказался в пересыльном лагере перед отправкой в Освенцим. Ему удалось бежать и добраться до резиденции папской унции. Он описал его преосвященству условия, в которых жили люди в лагере, и попросил того немедленно вмешаться в планы Тисса. Нунций ответил: сегодня воскресенье, ни я, ни отец Тисса не занимается в святой день для нас день будничными делами. Когда потрясенный Вайсмандель сказал, что смерть детей отнюдь не будничное дело, священник заявил: не существует невинных еврейских детей, все евреи виновны, вы должны умереть, это наказание за ваш грех, то есть убийство Иисуса. Вот такая была европейская полемика. Так вот, в августе 1945 года, уже после уничтожения трети еврейского народа, протестантский епископ Мореренс, говоря о грехах церкви, все же заметил, что евреи причинили огромное бедствие немецкому народу и заслужили наказание, но более человечного. То есть немецкому народу огромное бедствие, иудейский народ и религия все-таки принесла на тот момент. Во время правления следующего папы, Павла VI, были приняты исторические решения Второго Ватиканского собора 1962-1965 годов. Собором была принята декларация, которая называлась «В наше время», подготовленная при Иоанне XXIII, авторитет которого сыграл в этом существенную роль. Декларация рассматривает отношение католической церкви к нехристианским религиям, и одна из ее тем касалась пересмотра отношений католической церкви к евреям. Вот уж действительно божественное еврейское спасение от геноцида Третьего рейха руками русских и советских дураков, которые сегодня испытывают все то же, что когда-то испытал на своей шкуре немецкий народ, древним символом которого, как и у русских, между прочим, был солярный знак свастика. Нет, кстати, Димонов не корчит, я по поводу того. Димон на нашей стороне, он уже вписался в наше сообщество. Это уже другие Димоны. Наш Дмитрий оказался нашим. Так вот, дальше рассказываю. Вторая мировая война ничему не научила иудеев, к сожалению. Они фанатично и маниакально идут к мировому господству, назвав себя богоизбранными, ждут своего Машиаха, используют язык эсперанто, мстят украинцам, об этом я издам скоро ролик, значит, фактически разваливают Украину как страну и используют русских людей, стравливают друг с другом братские народы ради достижения своей высокой цели выхода из глобального Египта или глобального Песаха. Сегодня эта борьба за мировое господство как никогда нам реально видна и очевидна.